Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о скором выходе игры Frostpunk 2. Что же нового и интересного для нас подготовили разработчики? А учитывая потрясающий успех первой части, которая вышла в 2018 году, я думаю, что в игре нам будет на что посмотреть. Итак, Frostpunk 2 и что о нем известно. Так что заваривай себе чаек-кофеек, бери вкусняшку и будем начинать. Для тех, кто не знает, Frostpunk 2 – это вторая часть стратегии про выживание в условиях ледникового периода, где людям предстоит делать все возможное, чтобы выжить в суровых условиях холода. Игроки берут на себя роль управляющего поселения выживших людей после ледникового катаклизма. Ваши обязанности будут контролировать жизнь в городе, организовывать распорядок для работников, распределять рационы еды и многое другое. В мире градостроительных симуляторов Frostpunk всегда выделялся своим уникальным подходом. Вместо солнечных пляжей или космических колоний игрокам предлагалось выживать в условиях вечной зимы, где каждое решение могло стать последним. Теперь в сиквеле задача стала еще сложнее. Помимо вопросов выживания, таких как голод и чтобы твои граждане не стали капитаном сосулькой, стоит новая задача – построить полноценное общество после конца света. И тут начинается самое интересное. Геймплей Frostpunk 2 будет отличаться от первой части. Он предлагает игрокам новые возможности и испытания. Так как теперь задача состоит в том, чтобы построить идеальное общество после апокалипсиса, обеспечив его процветание и развитие. Для этого нам придется решать не только множество вопросов, связанных с обеспечением жилья, питания, образования и других аспектов жизни, как в прошлой части, но и кучу политических и моральных вопросов. Причем далеко не всем могут понравиться ваши решения, и они могут привести к серьезным последствиям, и даже восстанию, и смещению вас с трона. Многие отметят, что такое было и в первой части, и будут правы, но в сиквеле вся эта система будет намного сложнее, более продуманная и интереснее. Ведь в сиквеле теперь главный враг не стихия, а человеческая природа. В условиях относительного благополучия, когда холод и голод уже не так критичны, как раньше, разные группы людей будут иметь разные представления о вашем будущем. И игроку придется балансировать между этими группами и решить, каким будет это будущее. Frostpunk 2 обещает бросить вызов даже опытным игрокам. В этом мире, где каждое решение имеет последствия, и наибольшая угроза уже исходит не от внешней среды, ведь проблемы голода и холода мы уже научились решать. Главная угроза сейчас – это сами жители города. Сложно предсказать, что сегодня они выкинут и как тебе придется с этим разбираться. Демо игры показали на выставке Gamescom 2023, и вот что стало известно. Когда вы начинаете игру, вам предлагают указать две фракции, которые будут населять ваш город. В демке показали две фракции. Первая – это фракция инженеров, это преемники людей, которые построили города-генераторы 30 лет назад. Они верят, что человечество выжило только благодаря своей изобретательности. Вторая фракция – это собиратели. Это те, кто перенес на себя основные тяжести жизни в морозных землях. Они считают, что не стоит полагаться на технологии слишком сильно, а ключом к развитию должны быть гибкость и адаптивность. Причем конфликт между двумя типами граждан и лежит в основе геймплея. Также в игре изменили дерево прокачки. Оно теперь будет выглядеть как вопрос от общества, где каждый тип граждан будет предлагать свой ответ. Например, вы выбрали вопрос, как производить больше еды. Инженеры вам предложат использовать химикаты, в то время собиратели предложат использовать человеческие отходы в качестве удобрения. Самое интересное в том, что вторая фракция может резко отреагировать, если выбрать ответ первый. Да ты шо, охуел, блядь, сука? Например, инженерам не понравится идея с человеческими отходами, и когда в городе произойдет вспышка дизентерии, инженеры лишь закрепятся в своем мнении. Еще одна механика сиквела – это зал совета. Здесь представители разных фракций будут озвучивать свои идеи и голосовать за законы, которые вы продвигаете. Допустим, в зале активно обсуждается, какой должна быть роль детей в обществе. Инженеры предлагают отправить их в школы и поднять, соответственно, уровень образования населения, что в дальнейшем, соответственно, принесет высокий технологический скачок. Но собиратели превыше всего ставят желания родителей, а многим родителям нужны помощники в работе, поэтому они вступят за разрешение детского труда. Если мнения в зале разделятся поровну, то решения могут принять подбросом монеты. Но одну из сторон можно уговорить согласиться проголосовать как вам нужно, если взамен вы пообещаете исследовать определенную технологию в древе прокачки. Но в дальнейшем, если вы проигнорируете свое обещание, то отношения с фракцией ухудшатся. Если вы потеряете поддержку фракции, то в городе может произойти переворот. Это местный конец игры. Разработчики назвали этот процесс фантазией о могуществе, вывернутой наизнанку. Вместо того, чтобы подчинить себе все вокруг, вы становитесь заложником своих собственных решений. А это уже то, о чем я говорил ранее. О том, что ваша власть тут не такая уж и безграничная, и вам придется угождать всем вокруг, чтобы не потерять свое место.
Ведь угождая только одной фракции, вы станете ненавистны для другой. Поэтому самый важный вопрос для игрока – как найти баланс между этими сторонами и при этом еще успевать развивать общество дальше. Причем со временем эти фракции будут развиваться. В демо-игре показали, как спустя 2 года они радикализировались. Из инженеров получились технократы, которые превыше всего ставят данные. И исходя из этих данных, они должны решать, кому на ком жениться, сколько детей заводить, кому и в каких количествах есть. В общем, тотальный контроль вплоть до того, в какое время людям ходить в туалет. Другая фракция тоже не лучше. Среди собирателей родились леднокровые экстремисты. Они уверены, что если кто-то недостаточно здоров, чтобы выжить, то он должен умереть. Получается, по их мнению, больницы и уход за ранеными – это проявление слабости. И проблема в том, что так просто искоренить эти радикальные настроенные партии не получится, и нам придется как-то с ними считаться. Друзья, если вам нравится мой контент, не забудьте поддержать его лайком и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А мы продолжаем. Frostpunk 2 и дальше будет рассказывать истории через игровые механики. С их помощью разработчики создают у игроков определенное настроение. Именно за это первую часть номинировали на премию. По масштабам игра также выросла. Партия начинается с города, который по размерам схож с финальным этапом первой части Frostpunk. В сиквеле вы строите не отдельные здания, а размещаете целые районы и устанавливаете на них особые постройки. Они также открывают модификаторы либо важные игровые системы. Игра становится похожа на крупные градостроительные симуляторы, такие как City Skyline. Кстати, у нее вторая часть вышла особо недавно. Так что в новом Frostpunk будет где размахнуться. Кстати, районы в игре могут получать бонусы или штрафы в зависимости от того, с какими районами они будут соседствовать. Также журналисты сообщили, что визуальная составляющая тоже похорошела. Строения будут более детализированные, меню опрятнее, а дерево прокачки длиннее. В общем, общий вид игры стал чище. Еще разработчики объявили о заключении соглашения с корпорацией Microsoft. По нему они выпустят ряд своих игр в подписочном сервисе Game Pass. Как считают руководители студии, это окажет положительное влияние на финансовые результаты команды. Перечень игр, которые войдут в Game Pass, пока что не раскрывается, поэтому не ясно, попадет ли туда новый Frostpunk или же речь идет только о старых играх. Их список обещают объявить чуть позднее. Стоит отметить, что в Game Pass уже были доступны некоторые игры издательства, а в частности это была первая часть Frostpunk и This War of Mine. Кстати, эта игра тоже очень классная и атмосферная. Кто не играл, обязательно советую к прохождению. Долгожданная лично мной и многими другими пользователями игра Frostpunk 2 точно подарит нам много новых эмоций. И у меня пока нет ни одного повода сомневаться, что игра будет на уровне, а то и выше, чем первая часть. Прекрасно видно, что команда разработчиков не сидит на месте и активно развивается, поэтому на данный момент она вызывает только позитивный настрой на выход новой игры. Сегодня мы увидели, что она добавила кучу новых механик, а также доработала те, которые нам так полюбились в первой части. А вы ждете Frostpunk 2? Как вы думаете, будет ли игра успешной? Напишите свое мнение в комментариях. Ну а на этом у меня все. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока.